Привет, друзья! С вами Лада, и в этом видео я покажу подробнейший мастер-класс по плетению этого чудесного пасхального подноса из газетных или бумажных трубочек. Поэтому, если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Не забывайте подписываться на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить много интересного на моем канале. Также заглядывайте в описание, там я оставляю очень много полезной информации о самих трубочках, как крутить, чем я их увлажняю, чем красила для этого подноса. А также очень много ссылок на интересные мастер-классы на моем канале я также оставляю в описании. Приятного просмотра! И начинаем мы, как обычно, с плетения дна. В этот раз оно у нас круглое. Конечно, стоек будет впоследствии много, но сначала я закладываю в основание 8 трубочек, переплетая их шахматкой, как на видео. А затем рабочими трубочками оплетаю этот скелет. Один ряд оплетаю по 4 трубочки, далее 2 ряда по 2 трубочки. Затем в каждой группе в 2 трубочки добавляю дополнительную трубочку, ножницами расширяя расстояние между ними и продолжаю плетение. Таким образом, получается, уже оплетаю по 3 трубочки. После плетения 2 рядов снова в группу по 3 трубочки вставляю одну дополнительную. Вообще можно было и с самого начала вставить не по одной, а сразу 2. Но сделала я это в 2 этапа, так как, на мой взгляд, здесь получается равномерное плетение. Мы оплели 3 ряда по 4 трубочки и теперь разделяем группы в 4 трубочки по 2 и плетем дальше. И так 4 ряда. Снова разделяем группы в 2 трубочки по одной и плетем дальше. Я показываю эти моменты плетения очень подробно, так как было очень много запросов на эту тему. Но если вам эти моменты понятны, вы можете переходить на следующий этап. План видео по минутам я обязательно оставляю в описании, заглядывайте туда.
Ну вот мы и подошли к моменту формирования внутреннего круга места для кулича. Добавляем дополнительные стойки к уже имеющимся, по одной на каждую, и стараемся, чтобы трубочки лежали одна к одной рядом. Проплели 3 ряда и теперь поднимаем по одной трубочке вверх и продолжаем оплетать лежачие трубочки. На камеру плести эту конструкцию довольно сложно, но я постаралась вроде все понятно эти моменты показать. Так я проплела 2 ряда, верхние трубочки я пока не трогала, и сейчас каждой трубочке я добавляю еще одну. Сейчас у нас вот такая ситуация, то есть с момента поднятия трубочек проплетено 3 ряда. Плету дальше, мне надо понять, сколько еще плести, и я меряю длину по сплетенной для яйца подставке. Вижу, что еще надо плести, и продолжаю это дело. Вот сейчас у нас такая ситуация, всего по 2 трубочки проплетено 10 рядов и один ряд уже по одной. Снова делаю примерку и плету дальше. На этом этапе уже можно формировать внутренний бортик. Увлажняю вертикальные трубочки, жду минут 5, когда лишняя влага испарится, и теперь делаю объемную загибку. Сначала завожу трубочки одна за вторую.
Теперь каждую завожу за вторую внутрь. Я думаю, этот процесс очень хорошо показан на видео. Заканчиваю загибку, обрезаю концы трубочек. Здесь я не стала внутренний бортик делать слишком высоким, а сделала всего лишь объемную загибку просто для практичности, чтобы туда очень легко помещался кулич, очень легко вынимался. Когда я обрезаю концы трубочек, я стараюсь саму трубочку не сильно тянуть, и остаток трубочек, который остался, пенечек подправляю внутрь. Теперь я занимаюсь большим кругом, прячу рабочие трубочки. Ну вот теперь можно делать загибку по внешнему большому кругу. Увлажняю трубочки и делаю точно такую же загибку, как и в маленьком круге. Все то же самое здесь, поэтому я этот момент не стала показывать. А вот теперь буду делать так. Трубочки буду заводить через 2 за третью внутрь. От этого получится очень объемный бортик. И так по кругу. Теперь мы сплетем подставочку под яйцо. Я выбрала именно плетеный вариант, но тут уж как вам удобно, конечно.
Когда я ее сплела, получился круг плоский. Я его хорошенько водой увлажнила и немного надавила в центре, деформировала. Получилась выпуклая подставочка. И вот сейчас обрезаю уже стойки. Таких подставок у меня будет 5 штук. Грунтую поднос ПВА с водой в пропорциях 1 к 1. Здесь даже грунтую не для жесткости, а для того, чтобы поднос выровнять. Грунтую с лицевой и с изнаночной стороны, а затем покрываю лаком. Друзья, готов наш пасхальный поднос, вот такое чудо получилось. Я его прогрунтовала 2 раза с помощью воды и ПВА, лаком покрыла, лак у меня полуглянцевый, поэтому он не особо блестит. Здесь, смотрите, такая вещь, при плетении такого большого диаметра подноса он может немножечко покоробиться в процессе, то есть одна сторона у него может чуть повыше выступать. Ничего страшного, для этого, как и я вот сделала, просто прогрунтовать верхнюю часть с обратной стороны. И я делала еще, положила его под пресс хороший, и вот под прессом он выровнялся просто идеально. Вот эти вот подставочки идеально подходят для куриных яиц, вот так вот. Если вы хотите подставочки под перепелиные яйца, тогда можно чуть поменьше диаметром их делать. А у меня здесь 5 штук, можно, кстати, сделать и чуть-чуть побольше. Так как поднос получился большого диаметра, сюда очень много яиц влезет. И вот эта внутренняя часть тоже получилась не маленькой, то есть сюда средний кулич очень хорошо даже войдет. Но я надеюсь, что это видео вам понравилось и идея пригодилась. Обязательно ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и трансляции. Желаю всем легкого плетения, все получится обязательно, главное практика. Всем отличного настроения, вдохновения и увидимся очень скоро. Пока-пока!